Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Я похудела уже на 43 килограмма, и в своих видео я делюсь своим личным опытом и, конечно, вкусными, простыми в приготовлении и очень полезными рецептами. На прошлой неделе мы сделали закупку на целую неделю, составили с вами рацион. Это видео вы можете посмотреть по ссылке, которая появится вот здесь. Обязательно разверните описание, там также есть список покупок на целую неделю. И мы с вами сегодня приготовим одно блюдо из меню на неделю. Будем готовить замечательные, нежнейшие макароны в сырном соусе. Блюдо очень простое в приготовлении. Готовить будем все в одном сотейнике. Вы можете использовать, конечно, кастрюлю просто с толстым дном. Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится. Ингредиентов, как всегда, минимальное количество, и они самые простые. Конечно же, нам понадобятся макароны. У меня в виде перьев. Весят они 450 граммов. Конечно же, они из твердых сортов пшеницы. Кроме макарон и сыра, нам понадобятся овощи. Я буду добавлять сегодня свежий сладкий лук. У меня 2 маленьких луковички и 2 мясистых, сладких, сочных перца. И еще я взяла 5 зубчиков чеснока. Чеснок, конечно же, опционально. Кто-то ест, кто-то нет. Я обожаю чеснок. Конечно же, нам понадобится для сырного соуса сыр. Я беру 2 вида. У меня здесь 125 грамм российского, он остался с прошлой недели. Чуть больше 100 грамм моцареллы. Всего сыра у меня 250 граммов. Для того, чтобы пассеровать овощи, нам понадобится столовая ложка растительного масла. У меня самое обычное подсолнечное. Также для того, чтобы приготовить соус, я буду использовать молоко. У меня вот такое 3,2% жирности. И еще, конечно же, самая обычная чистая вода. Воды у меня 250 мл. Если вдруг в приготовлении потребуется больше, я, конечно же, добавлю. И обязательно заглядывайте в описание. Там всегда я подробно описываю, сколько нужно ингредиентов. В общем, там все подробно. Еще я буду использовать вот такую приправу, итальянские травы. Если у вас ее нет, вы можете просто взять свежие травы, базилик, орегано. Будет замечательный итальянский акцент, который я просто обожаю. И соль и перец, конечно, будем добавлять по вкусу. Я включила самый медленный огонь. Наливаю растительное масло на сковороду, и пока оно разогревается, начинаю нарезать овощи, чтобы не тратить много времени на готовку. Лук я буду нарезать мелким кубиком. Если вам нравится по-другому, вы, конечно, можете нарезать полукольцами, тоже будет очень вкусно, но у меня сегодня вот такое настроение. Разогретое масло отправляем золотиться лук, и пока он у нас уже начал готовиться, я буду резать перчик. В это блюдо перец я сейчас порежу сначала пластинками, потом нарежу на кубик, для того, чтобы все, что мы отправляем в сотейник, превратилось в прекраснейший однородный соус, поэтому крупно резать, на мой вкус, совсем ни к чему. Аппетитные кубики красного сладкого перчика отправляем к луку, перемешиваем и будем пассеровать около 2 минут. Следующим этапом будем добавлять чеснок и специи. Пока овощи пассируются, хочу сразу ответить на ваш вопрос, потому что как только люди видят, как вкусно я питаюсь, сразу возникает вопрос, а правда ли я весила 120 килограмм? Правда. И, конечно, увидеть мои фотографии и примерку одежды, которую я носила до похудения, вы можете, посмотрев вот это видео, ссылка на которое появится вот здесь. Посмотрите обязательно. Многих людей это смотивировало. Надеюсь, это видео поможет и вам зарядиться позитивом и именно так подходить к снижению веса, налаживанию образа жизни. Быть на позитиве очень важно, я это знаю как никто другой, поэтому я каждый день делюсь с вами своим позитивом. Итак, у меня прошло 4 минуты, овощи достаточно пассеровались. Теперь для того, чтобы специи отдали свой аромат, я их тоже буду пассеровать. Немного солю. Добавляю смесь перцев. Сейчас я помешаю и следующим буду добавлять чеснок. Специи мы добавили, чтобы они пассеровались вместе с овощами, для того, чтобы они отдали свои восхитительные ароматы. Активизировались, можно сказать. Теперь я отжимаю туда чеснок. Как вы помните, чеснок я добавляю щедро. Специи и чеснок мы добавили. Обжариваем минутку и будем уже выходить на финишную прямую. Молоко и воду я буду использовать 1 к 1, поэтому сейчас сразу в мерку добавляю еще 250 мл воды. Я не знаю, видно вам или нет. Я наливаю до отметки 500 мл и добавляем в сковороду. Я уверена, что еще до этого этапа ваши домашние уже прибежали на кухню, чтобы узнать, что так восхитительно пахнет. Я уже накрыла крышкой,
прибавила газ для того, чтобы будущий соус наш закипел, чтобы мы могли туда уже отправить макароны. Еще очень часто задаваемый вопрос, что и сколько я ем, нужно ли есть одни макароны для того, чтобы похудеть. Вот здесь появится ссылка на целый плейлист «Дневники питания». В них я каждый день показывала свой завтрак, обед и ужин очень подробно и порции в граммах. Посмотрите обязательно, там очень много нужной и полезной информации. Для того, чтобы быстро и просто приготовить сырный соус, я буду сыр натирать на мелкой терке, так он быстрее превратится в соус. Вот так красиво все уже выглядит. Добавляем упаковку макарон. То, что их немного больше, чем жидкости, бояться совсем не стоит. И, конечно, хорошенечко перемешиваем. Сейчас я закрою крышкой, оставлю на самом медленном огне. Я, как и многие хозяйки, готовлю на глаз, поэтому я как-то всегда интуитивно наливала воды и молока. Сейчас, добавив пол-литра жидкости, я поняла, что нужно добавить еще пол-литра. Я добавляю, и получается, что для того, чтобы приготовить такой соус, нам потребуется пол-литра молока и пол-литра воды. Вы, конечно, по вкусу можете использовать только воду, либо добавить сливки. Естественно, это на ваш вкус, но общий объем жидкости должен быть 1 литр. Вот так аппетитно выглядят уже наши макароны, шкварчат замечательно. Сейчас я добавляю жидкости и, конечно, хорошенько помешиваю. И вы обязательно не забывайте помешивать. Это нужно делать приблизительно каждые 2 минуты. Итак, макароны у нас уже на стадии альдента, они почти готовы. Значит, самое время добавлять сыр, хорошенько перемешать. И еще пока они у меня готовились, я немного посолила по вкусу. Добавляем вот такое огромное количество сыра. И хорошенечко сейчас все будем перемешивать, чтобы у нас были не просто макароны с сыром, а все превратилось в восхитительный, лучший соус для макарон. Перемешиваем все тщательно, энергично. Благодаря добавлению моцареллы она очень быстро тянется, и как раз таки макароны получают ту самую красивую тягучесть, которую мы все, наверное, смотрели в детстве в каких-то фильмах и думали, что же у них за макароны, почему их сыр так тянется. Все просто, добавьте моцареллу. Вот такая сырная красота. Теперь все, что нужно сделать, это взять волю в кулак и накрыть крышкой и оставить на 5 минут, чтобы макароны дошли до своей готовности и впитали этот соус в себя. В общем, отбивайтесь от вашей семьи, накрываем крышкой. И я знаю, что кто-то уже написал или пишет комментарий: нельзя есть такие макароны и худеть, ты в себе женщина, что ты показываешь людям? Раньше я тоже готовила такие макароны, но только они были совсем не такие. Белый соус — это сливки, сливочное масло, мука и, конечно, какой нормальный мужик, например, мой муж, будет есть макароны без мяса. Добавляем мясо. Поэтому, конечно же, пищевая ценность была совсем другая. Такое блюдо, оно как праздничное для нас, мы едим его 1-2 раза в месяц. Чаще я есть его никому не рекомендую, но так как у нас проблемы с пищевым поведением, для того, чтобы не было срывов, для того, чтобы мы чувствовали себя обычными, полноценными людьми, что нам так сильно необходимо, такие блюда нужны и очень помогает, я вам говорю об этом на своем опыте. Сейчас я уверена, что все уже готово, сервируем на тарелку, и еще я вам покажу вес своей порции, потому что вы постоянно об этом спрашиваете, и я, конечно же, вас слышу, поэтому сейчас вы увидите, сколько я съем таких шикарных макарон на ужин. Итак, давайте посмотрим скорее, какое восхитительное блюдо из макарон и самого обычного сыра мы с вами сегодня приготовили. Еще, конечно, очень важно, что готовится оно быстро. Это позволяет приготовить ужин за минимальное количество времени, и он будет очень вкусным, и я уверена, понравится всей вашей семье. И, конечно же, я рекомендую, как всегда, добавить зелень. Это то, что нужно. Свежая зелень обязательно нужна. Итак, я включила весы, ставлю точно такую же тарелку, снимаю тару для того, чтобы мы узнали чистый вес моего ужина. Так, все обнулилось. И сколько же макарошек у меня на ужин? 327 грамм. Моя порция замечательных макарон с сыром на ужин. Я рада, что сегодня я поделилась с вами таким простым и очень вкусным рецептом. Как всегда, жду ваши отзывы, ваши комментарии под этим видео. Еще хочу сказать, что у нас появилась новая возможность общаться с вами. Я создала сообщество Viber. Перейти в него вы можете по ссылке, которая есть в закрепленном комментарии прямо под этим видео. Присоединяйтесь, будем еще ближе друг к другу. Там уже больше 300 человек, все единомышленники. Поддерживаем друг друга практически 24 часа, но с перерывами на сон. А вот здесь появится
появятся наши еще новые, вкусные и, конечно же, полные полезной информации видео. А с вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и простых и вкусных ужинов.